Что нам стоит дом построить, но может лучше его вырубить? В турецкой Каппадокии в скалах вырублен целый город. Жилища, склады, арсеналы и храмы. Комплекс Аджанта в Индии похож на вмурованный в гору звездолет. Потрясает красотой облик древней Петры в Иордании. Храмы эфиопской Лалибелы, где побывал наш корреспондент Дмитрий Чулов, тоже относят к шедеврам скальной архитектуры. Лалибела – это небольшой городок, притулившийся на склонах горы Абуна-Юсеф на высоте в 2500 метров над уровнем моря. Он известен каждому жителю Эфиопии и далеко за ее пределами, благодаря уникальным монолитным храмам. Каждое утро, отправляясь по своим делам, жители Лалибелы проходят мимо удивительного храмового комплекса, который прославил их родной город на весь мир. Попав в этот провинциальный город, бывший в средние века столицей Эфиопского царства и называвшийся Роха, трудно представить, что когда-то это был политический, культурный и религиозный центр крупной и влиятельной державы. Идея постройки этих храмов возникла у будущего короля Эфиопии Лалибелы, когда он был еще наследником престола. В середине XII века наследник Эфиопского престола по принятой тогда традиции отправился в паломничество на Святую Землю. Он пробыл в Иерусалиме 13 лет. Увиденное там так вдохновило его, что, вернувшись обратно, он решил построить в этих труднодоступных горах новый эфиопский Иерусалим. Лалибела полагал, что Эфиопский Иерусалим станет новым центром паломничества христиан. После того, как войска Саладина захватили город Иерусалим в 1187-м, путешествие в Святую Землю для эфиопских христиан стало практически неосуществимым. Название здешних улиц, храмов и даже местной реки было решено изменить на библейские. Так здесь появились своя Голгофа и Скорбный путь, а это здешняя река Иордан. В сухой сезон, когда в горах Эфиопии с неба по нескольку месяцев не выпадает ни капли воды, она пересыхает. Зато в это время можно увидеть большой каменный крест на ее дне, после дождей обычно скрытый потоками воды. В борьбе за власть короля Лалибелу отравила его собственная сестра, но храмы, построенные царем-созидателем, прославили его самого и его город в веках. После смерти Лалибелы город Роха стали называть его именем. Считалось, что для верующих паломничество в Лалибелу будет не менее важным, чем в Иерусалим, и множество людей из Бахир-Дара, Гондора, Тикрая, с берегов озера Тана действительно приходили сюда пешком через горы. Высеченные из розового вулканического туфа, храмы не видны до тех пор, пока не подойдешь к ним практически вплотную. Храмовый комплекс Лалибелы – это 11 искусно вырубленных в скале церквей, украшенная колоннами. Самая большая из них – это Бет-Метхани-Алем, или храм Спасителя мира. Бет-Метхани-Алем – самый большой в мире храм, высеченный целиком из единого скального массива. Вся его наружная часть и все внутренние помещения, колонны, залы и потолки – это то, что осталось, когда от гигантской глыбы мастера отсекли все лишнее. Исключения составляют лишь внешние колонны, состоящие из отдельных блоков и делающие его похожим на классические греческие храмы. Самое важное, что эти храмы вырезаны из единого куска камня от основания до крыши. Они стоят словно под землей, благодаря этому их не видно издалека. Большинство других храмов в 30-40 километрах отсюда тоже вырезаны в скалах, но это только фасады, похожие на те, что находятся в Петре, в Иордании. Здесь же здания вырезаны из камня целиком, как снаружи, так и изнутри. Работа эфиопских каменотесов вызывает восхищение, особенно если учитывать, что у них не было права на ошибку. Ведь прикрепить обратно вырубленный кусок туфа было бы невозможно. К тому же им приходилось учитывать структуру камня, чтобы не дать конструкции треснуть в самых неожиданных местах. Для этого был нужен точный расчет и четкое видение каждым из них всего строения в целом, еще до начала всех работ. Внутри храмов-монолитов царит таинственная полутьма. Колонны, потолок, алтарь – здесь все необычно и все завораживает взгляд. У каждого из элементов храмового декора есть свое символическое значение.
Говорят, будто бы именно здесь, в тайнике, хранился легендарный Большой Золотой Крест короля Лалибеллы. В 2009 году ЮНЕСКО, чтобы сохранить уникальные фрески древних храмов, возвела над строениями защитные конструкции крыши, тем самым испортив вид и сильно затруднив их фотографирование. Зато так они, возможно, сохранятся на долгие века. Даже при этом можно быть уверенным, поток паломников и туристов из разных стран мира в Лалибеллу никогда не иссякнет. Ведь ничего подобного нет ни в одном другом уголке нашей прекрасной планеты. Историю о том, как Эфиопия стала христианской страной, поведал миру церковный писатель Руфин Аквилейский. В начале IV века христианин и купец из Тира Меропий вместе с племянниками Едисием и Фрументием отправился в дальние страны. По пути в Индию корабль попал в шторм. Юноши спаслись и оказались в эфиопском городе Аксум при царском дворе. Фрументий обратил в христианство наследника трона Эзану, и тот, став царем в 330 году, объявил христианство государственной религией. Храм Бете-Мариам – один из самых почитаемых в Лалибелле. Входить сюда, как и во все христианские храмы Эфиопии, следует босиком, оставив обувь у входа. Искусно украшенные арки, множество крестов на стенах, барельефы, иконы, стоящие по традиции прямо на полу, верующие в белых одеждах. Его богатое внутреннее убранство поражает воображение. В здешнем горном климате без всякой реставрации прекрасно сохранились уникальные настенные росписи. По узким туннелям, прорубленным в породе, от одной церкви к другой можно перейти, не поднимаясь на поверхность. Весь комплекс спрятавшихся храмов-монолитов трудно заметить даже с малого расстояния. Достаточно было не подпускать чужаков слишком близко. Эти храмы нередко становились убежищем. Система подземных ходов была очень разветвленной. Служители говорят, что сейчас многие из них замурованы или закрыты досками и коврами, а о некоторых не знают даже самые любознательные и сведущие смотрители. Свидетели множества событий, происшествий и тайн, храмы Лалибеллы притягательны и неповторимы. Внутри, на уровне человеческого роста, их стены и колонны отполированы тысячами рук и губ верующих, прибывающих сюда, чтобы поклониться почитаемым святыням Лалибеллы. На стены храма Святого Георгия, стоящего в глубоком каменном колодце, лучи света попадают лишь в полдень, когда солнце оказывается в зените. В остальное время на него падают тени окружающих стен, превращая его съемку в непростую задачу. По легенде, когда король Лалибелла уже заканчивал строительство скальных храмов, к нему явился неожиданный гость. Это был святой покровитель Эфиопии Георгий Победоносец во всеоружии на белом коне. И тогда король решил посвятить ему самый красивый храм своего города. Чтобы спуститься ко входу храма Святого Георгия, нужно пробраться по проделанному в скале узкому проходу, в котором иногда и двоим трудно бывает разойтись. Храм Святого Георгия самый красивый в нашем городе. Все остальные храмы у нас прямоугольной формы, и только этот сделан в форме креста, словно поднимающегося из-под земли. В результате очертания его крыши, стен и окон совершенно другие. Храм Святого Георгия уникален еще и тем, что у него нет ни одной колонны. У всех остальных храмов Лалибеллы они есть, внутренние или внешние. Конечно, время не пощадило храмы Лалибеллы. Если присмотреться внимательно, можно увидеть трещины и разрушающийся камень. Вулканический туф – материал пористый, поэтому вода и жаркое солнце на протяжении столетий делают свою разрушительную работу. Известные на весь мир храмы Лалибеллы признаны чудом инженерного искусства. Задача нынешнего поколения – сохранить эти поразительные храмы-монолиты. Ведь сегодня, как и сотни лет назад, они восхищают тысячи людей, которые приезжают в Эфиопию для того, чтобы поклониться святыням и своими глазами увидеть неподражаемое чудо света, вырубленное 8 столетий назад в городе с красивым именем Лалибелла. В эфиопскую глубь веков проник наш корреспондент Дмитрий Воздвиженский. Сара Яб – археолог из Германии. Она говорит, что много лет занималась Древней Грецией и Древним Римом и восхищается античностью. Но здесь, в Эфиопии, Сара встретилась с совершенно иной культурой,
незнакомой, непонятной и загадочной, и без какого-либо преувеличения великой. Из всех эфиопских древностей руины храма Еха производят наиболее сильное впечатление. Это грандиозное здание из массивных каменных блоков, как предполагают археологи, было построено примерно в VII веке до нашей эры и поклонялись здесь Луне. Хотя, конечно, точно сказать сегодня, что здесь происходило в то время, не может никто. Археологи знают пока немного. Уже ясно, что вход был украшен колоннами и богато декорирован. Но каких-либо описаний ритуалов, проходивших в этих местах, не сохранилось. Неизвестно даже, были ли двери храма Луны открыты всегда или лишь по случаю особых торжеств. Разрешалось ли входить в него всем желающим или только избранным? Сара говорит, что даже датировка постройки храма вызывает споры. Как нам представляется, это древний сабейский храм, построенный, естественно, сабейцами, которые прибыли в Эфиопию из Южной Аравии между IX и VIII веками до нашей эры. Этот храм вполне сравним с сабейскими храмами на Аравийском полуострове, которые строили в середине VII века до нашей эры. Скорее всего, здесь поклонялись Алмакаху, сабейскому богу Луны. На протяжении всей своей истории это место считалось священным. И сейчас рядом находится христианская церковь. Большие раскопки вызвали бы неприятие местного населения и, как таковые, никогда не производились. Французы и итальянцы немного исследовали пространство перед входом, и вот теперь немецкие археологи пытаются расчистить территорию и укрепить стены, которые постепенно ослабевают под натиском веков. Этот храм был фантастически хорошо построен. Он был возведен из песчаника. Огромные блоки сложены особым образом, причем без использования какого-либо связывающего раствора. Это сухая кладка. Но местами она разрушилась, пострадало и внутреннее пространство. И части стен начинают расходиться, особенно наверху. Именно это и остается нашей главной задачей – найти решение, как сохранить эту конструкцию от дальнейшего разрушения. Потому что постепенно камни падают вниз. Идеальная геометрическая правильность каменных глыб – одна из причин, по которым это святилище сохранилось до наших дней. А их совершенство постоянно привлекает уфологов и всяческих паранормальных ученых. Главная загадка храма Луны в городе Еха – как это вообще можно было сделать? У всех, кто смотрит на эти камни, создается впечатление, что они не вырублены вручную, а словно выпилены дисковыми пилами или даже отформованы наподобие бетонных блоков. И как показывают современные исследования, это здание было здесь далеко не единственным. Сейчас работы ведутся примерно в километре от храма в Ехе. Еще 3 года назад на месте этих раскопок находилась одна большая гора. Она была выкуплена эфиопским правительством, и теперь здесь идут совместные работы немецких и эфиопских археологов. Оказалось, что внутри горы скрывается здание, назначение которого до конца пока не выяснено, но, судя по размерам, это был либо очень большой дворец, либо храм. За последние 2 года расчищена одна часть холма, под которой оказался фасад с массивными квадратными колоннами. Вход в это гигантское сооружение, представляющее в плане квадрат 45 на 45 метров, украшал величественный портик. Археологи установили уровень пола и откопали часть фундамента. Сейчас работы ведутся там, где располагались нижние комнаты, и здесь загадок даже больше, чем в самом храме. К сожалению, мы не знаем, что происходило в этой комнате. Мы даже не знаем предназначение этого здания в целом. Исходя из его расположения и конструкции, можно предположить, что это было очень представительное сооружение. Может быть, крупное административное здание или дворец. Мы пока не нашли никаких описаний или упоминаний этого сооружения. Таинственное гигантское здание было обнаружено еще в 70-х годах прошлого века, но тогда его размеры сильно недооценили, и серьезно им никто не занимался. Ученые даже не представляли, насколько это здание огромно. Теперь немецкие археологи пытаются реконструировать помещение, замещая деревянные балки, уничтоженные пожаром, глиняными кирпичами, чтобы наконец понять, как здесь все выглядело в момент постройки. Раньше считали, что комплекс относится к V веку до нашей эры, но сейчас результаты исследований позволяют утверждать, что он еще как минимум на 3 века старше.
Сегодня ученые выяснили немало, но вопросов, тем не менее, остается куда больше, чем ответов. И пройдет еще не один год, прежде чем холм рядом с древним храмом Луны в городе Еха раскроет все свои тайны.